Друзья, всем привет, мира и здоровья всем. Сегодня поговорим о таком явлении, как мертвые пчелы на прилетке. И не только об этом, а также еще о некоторых нюансах плохой зимовки. Пчелы на прилетке, прежде всего, это уже следствие, признак, который показывает нам какие-то неправильные процессы, происходящие в улье. Итак, откуда же могут взяться пчелы и как определить, что же именно вызвало гибель пчел? Сразу же следует заметить, когда мы наблюдаем этот процесс. Если мы видим одну-две пчелы осенью, ничего страшного в этом нет. Если это глубокая осень, когда пчелы еще одиночно вылетают и прошел дождь, мы также можем увидеть даже около 5-6 пчелок на прилетке. Их прибило дождем или они выходили из улья, не смогли упасть и прилипли из-за того, что прилетка влажная. А вот если эти процессы уже происходят зимой, особенно глубокой зимой, как, например, сейчас, февраль месяц, то следует задуматься о причине появления пчел на прилетке. На протяжении всего периода зимовки, начиная с поздней осени до ранней весны, пока пчелы не летают, какой-то отход пчел всегда есть, процент. Особенно это те пчелы в заклещенных семьях, которые не выжили, не пережили зиму. По разным причинам, но прежде всего это клещ, который просто пчелу, так сказать, высосал из нее все соки еще на осеннем этапе. И вот когда мы с вами видим там одну-две пчелки, смахнули, и потом этих явлений не видим в ульях, то паниковать, переживать не стоит. А вот если мы увидели конкретно скопившуюся какое-то уже количество около 5 и более пчелок, говорит о том, что необходимо в эту семью обязательно заглянуть и посмотреть, что же вызвало эту гибель. Дело в том, что к проценту отходящих пчел из-за клеща и просто по старости, по возрасту, так сказать, пенсионеры, добавляются также те пчелы, которые могли оторваться от клуба, особенно в немногочисленных семьях, в тех семьях, которые там зимуют по 3 и по 4 улочки. Там свойственно также большой отход из-за температурных колебаний. На улице сильно похолодало, мороз ударил, пчелы не успели собраться или какие-то пчелки ползали по рамкам, она упала, пытается найти, пытается выйти, просто выходит и замерзает. Если же это единственные причины, то так будет 2-3 пчелки, не больше. А вот когда мы видим гораздо большее количество, и все это происходит зимой в довольно-таки сильных семьях, то здесь уже причина кроется не только в перепаде температур, излишней влажности и каких-то других моментах. Здесь уже стоит задуматься о том, что данные пчелы погибли от голода. Да, именно от голода они падают с рамок. Одни из них пытаются найти корма, другие просто падают, обессилев, и пытаются вылезти. То есть то, что мы увидели уже на прилеточке, это следствие того, что происходит внутри улья. И я бы рекомендовал вам в такие семьи заглядывать, не только смотреть по верху прилеточки, но и смотреть в эту щель нижнего литка, смотреть, насколько много там подмора. Я беру, просто вытаскиваю литковый заградитель, у меня такой длинный металлический, и провожу ну, вот таким вот образом в щель, как бы пытаясь оттуда выгрести подмор. Если оказывается, что я, опять же, около 5-6 пчелок таким образом смог достать, то я уже заглядываю, смотрю, что там происходит, потому что, чтобы не было осыпи пчел, осыпи именно кучкой. Если пчелы осыпались кучкой, то это говорит о том, что там нет кормов. Сейчас как раз, друзья мои, когда усилились морозы, и пчелы после облета могли там как-то у кого-то расплод погнать, какие-то начали там за водой летать и так далее. То есть сейчас, когда пчелы сместились с насиженного места, которое они обсиживали с осени, декабрь, январь, облетелись и опять сели как-то по-новому. Вот сейчас нужно опять контролировать, контролировать, контролировать. Почему? Потому что могли сесть по-другому, могли уйти на какие-то другие корма и просто начали голодать и осыпаться. Для того, чтобы не допустить голодной смерти пчел, нужно обязательно провести осмотр. Я уже сказал, посмотреть в ульевую щель, посмотреть сверху, если у вас пленка, отодвинуть холстик, посмотреть на общее состояние семьи, на общее количество, согласно тех рамок, которые они обсиживали, а не уменьшилось ли это количество. Посмотреть, если у вас рамки занимают центральное положение в улье, то по бокам вот эти так называемые продыхи, где стоят заставные, и есть свободные места. Вот в этих свободных местах также посмотреть, нет ли пчел, потому что если они падали, они бы расползались и в те стороны. То есть оценить, другими словами, количество подмора на данном этапе. Почему это так важно сейчас? Почему я спешу с этим видео
к вам поделиться и сказать об этом. Потому что сейчас у нас стоят морозы 12-15 градусов, в некоторых регионах доходит и до 20. И данный этап, если особенно нет кормов или есть какое-то частичное голодание, может вызвать неминуемые большие потери пчел. Тем более статистика и данные на сегодняшний день уже говорят о том, что в Украине только по официальной статистике 25% семей погибло уже на данный момент. Я думаю, это гораздо большее количество. Помните, было у меня видео, называлось «Массовая гибель семей и пакеты, дорогие пакеты и мед по 62». Ну, такие мои прогнозы, мои предположения. Так вот, относительно гибели семей все так и есть. Семьи очень многие погибли из-за клеща. Мои подписчики тоже мне приводили некоторые цифры. Также я состою в других группах, каналах, где общаюсь с другими пчеловодами. Погибло очень много семей, друзья мои. Конечно же, в первую очередь это клещ, недобитый вовремя с осени, но также сейчас, на данный момент, то есть те пчелы, которые уходят из улья, пораженные клещом, не доживают до весны, до следующей генерации пчел, мы им уже никак не поможем. Никакие обработки ничего не спасут, ничего с этим делать не нужно. Сейчас упор только на одно, чтобы хватило кормов. И это то, что мы можем на сегодняшний день сделать. Каким образом пополнить корма, как это сделать наилучшим образом, я расскажу в следующем видео. Думаю, что это будет завтра, чтобы не затягивать и поскорее попытаться вам подсказать, помочь. Хотя у меня на канале есть видео, которые этому посвящены, но в этом году хочу поделиться некоторыми нюансами, потому что у меня в этом году появилось несколько семей, которые также потребовали эту дотацию. Случились непредвиденные обстоятельства какие-то, частные случаи и так далее, и необходимо обязательно им помочь. Я покажу, как это делать непосредственно на ульях. Мы выйдем на улицу, и я покажу, как они берут этот корм, насколько это эффективно. На этом, друзья, хочу дать еще несколько рекомендаций, каким образом оценить состояние семьи не только просто по количеству подмора и количеству пчел на рамках, как посмотреть, не голодают ли пчелы. Если есть отсутствие кормов, семья будет гудеть, она будет вызывать определенный такой жалобный гул, монотонный, тихий гул. Пчелы будут разбросаны по рамкам, растянутся несколько. Также вы можете увидеть их на поверхности рамок. Кроме того, если посмотреть, если сетчатое дно или пленка, то там хотя бы что-то видно. Если у вас глухое дно, но съемное, и вы видите, семья действительно вызывает вопросы, возьмите, отнимите дно от корпуса, загляните туда, посмотрите по осыпи восковых крышечек, в каком месте находятся пчелы. Если же дно несъемное, попытайтесь посветить туда в темное время суток, чтобы было хорошо видно, мощным фонариком посмотреть на дно под углом и увидеть вот эти вот осыпи и самих пчел, и восковых крышечек в том числе. Ну и также, друзья, не сказал еще об одном важном моменте. Опытные пчеловоды, думаю, меня, кто не досмотрел до конца, поправят в комментариях. Пчелы также на прилетку могут вылазить в поисках матки. Если пропала матка, также могут быть такие нюансы. Но я вам так скажу, матка пропадает один раз в несколько лет. А вот такие ситуации, когда пчелы погибают от голода, причем, друзья мои, пчелы могут погибнуть не всей семьей от голода, может осыпаться половина семьи, какая-то большая часть, 60%, 40%, и это тоже та масса пчел, которая бы могла принести вам пользу и весной, и во всем сезоне. Поэтому необходимо обязательно проконтролировать данные моменты. На этом все, друзья. Спасибо за внимание. Желаю вам успешно дозимовать и выйти из зимовки довольно сильными семьями. Всем удачи, всем пока.